вставляет блок. Так, надо открыть капот, клемму накинуть, завести. А как это называется прошивка? Вот название его. В интернете посмотреть просто. В интернете эту прошивку ты не посмотришь. То есть характеристик никаких там нету, да? Я тебя просто, А приблизительно, примерно... адактовскую катал. Скорее всего, с поднятием давления около 170 должно быть. Около 170. Ну так они все около 170, которые я видел. Давай в интернете. попробуем. Подсветка даже есть вот и. Пресс окей. Сбросилось все. Че у нас там? Так, завелся. Это значит работает. Уже хорошо. Это уже хорошо. Так, тут у нас что? Не, это все нормально. Сейчас все равно клемму скидывать будем. Ошибка по двигателю горит от того, что ручной был каким-то образом даже понятно. клеммой. Понял. Это мы скинем сейчас. Вырубать? Да, вырубай. Ну все, мозги работают. Сейчас их нормально поставят на место. Я поеду протестю. Отсек под резиной вот это тоже стоит такой же подгузник. Почему? Ну не шумоизоляция, не шумоизоляция. Нет. Может вибра какая-то там? Хер его знает. Вибра обычно битумная и тяжелая. А это да. Я не знаю, может она не горит, потому что по ощупу чем-то напоминает. Сейчас проверим. Асбест. Ничего себе, если асбест в машине ядовито. Нет. Не. X400 состояние Pro, что ли, что-то такое. Ну а так как только с ошибками, да? Как бы? Нет, она все делает. Адаптация. Адаптации можно там, да? Там. И КУ двигателя ошибка. Все. Она специальная функция. А какие ништяки там активировать? Слушай, вообще Ну, можно. поворотники там есть? Да, есть, но почему-то на машинах рестайлинговых он это делал. Давай попробуем твои. Там тройной поворот. Специальная функция. Нет. Прокатывает стопудово на рестайлинговых. А Понял. на до рестайлинговых почему-то не пошло. Блок другой, наверное. Но мозги стопудово другие. Так, а вот вижу. Так, получается, нужно купить эти штуки, как называются? Тебе нужно купить один тройник. Тройник, Ой, не от тройник, газовый, а да? угол на 90 градусов. И в него два штуцера, скольки они? Четверки, наверное. А это для газа, для воды, для чего? Слушай, это не для газа и не воды, это воздух. А прям пневмо, короче, Да, понял. продается оно все в магазинчике эталон. Эталон это где? Дзержинского 35, не центральное кольцо, Все, где лаки понял. краски. Понял. Там все есть. Получается, с торца с одного просверливаешь отверстие, нарезаешь резьбу. А с торца чего? С торца уголка, видишь? Стоит болт. А, вижу. Вот. Этот болт что делает? Просверленное отверстие, нарезана резьба. Вот болт он туда закручивается, внутрь вставляется пружинка и шарик от подшипника, который перекрывает канал. Как раз вот этот шарик, перекрывая канал, дает дополнительную возможность турбине дунуть и чтобы визгейт не открывался. Все, понял. Цепляет еще пластик. Не пластик, там уже металл пошел. Переключись на вторую сразу, а то мы так дергаться и будем. Это первая убогая передача. Блядь, чувак, не выпадает на дорогу. Да я тут просто лед сейчас чистый, блядь. Я поэтому... Тормозиться сейчас попробую. Говорят, АБС отключать надо нахуй на этих колесах. Нет, зачем? Так, что там вторая? Что-то
на буст раньше вышло, что ли. Да дави ты газ-то, не бойся. Ну, я на третьей сейчас. Не, слушай, она, по-моему, шустрее начала. Затуп какой-то, знаете, хоть в этом диапазоне она у меня как резинка такая начинала. Сейчас она как-то быстрее схватывает. Может, это мои субъективные какие-то ощущения? Нет, тут ощущения четкие. Она снизов подъем хороший. Ну, я чувствую, но вот сейчас вот на третьей как-то налегке идет. Я в первой передаче практически не пользуюсь. То есть я везде со второй езжу. Для повседневной езды, в общем-то, ни расход ничего не изменится. Говорят, даже Может меньше даже расход. стать действительно меньше, да, если педалировать не будешь. Единственное, что на трассе помогает реально. Вот на третьей тут нормально идет в горку. А у меня тут была всегда мысль на вторую переключаться. Завтра подрастает, попробуем. Я еще рейслоджиком замерю разгон. Я сегодня с рейслоджиком поехал, думаю, в стоке сейчас замерю, а везде снег. Я попытался, она на месте крутится, не стартануть даже. Потом до 80 разогнался, понял, что я чуть не обосрался, потому что сейчас машина так и все, она улетит нахрен. И она взлет, ой, на, Но на ты аэропорт. ездил на пикапах раньше, нет? Нет. Тут аккуратнее.